Привет, YouTube, привет сообществу. Начнем, пожалуй, с любопытного. Сегодня у нас, друзья, обзор и результаты тестирования ножа Ultratech Production Камрад. На борту Elmax с твердостью в 63,5 единицы по Роквеллу. И помните, друзья, я когда-то давно говорил, что Elmax и М390 это одного поля ягода. А еще говорил, что пока М390 по тестам чуть-чуть сильнее. И вот здесь же у нас... Давайте все-таки начнем сначала. Камрад Ultratech Production это полноразмерный складной нож общей длиной в 217 мм и длиной клинка в 96 мм. И вот здесь первый вопрос, друзья. А что такое Ultratech Production? Из общения с компанией я для себя вынес следующее. Продукция Ultratech нам неплохо известна. Ножи Сварн, Урс, Чест и другие мы изучали довольно плотно. И хотя самих ножей материалы касались опосредованно, все-таки больший упор создавался и создается на тестовом компоненте, да? Это, кстати, тот момент, который я поправлю. Но, тем не менее, все было предельно четко и конкретно показано. Высочайшее качество и высочайший уровень производительности. Ножи Ultratech работают на шайбах и не имеют при этом люфтов. Это достигается за счет повышенной сложности и точности производства. Вы знаете, такой производственный цикл предполагает наличие специалистов очень высокого уровня. И как следствие всего этого, это не предполагает хоть маломальской серийности и, условно, если хотите, массовости продукции. Ultratech Production имеет несколько иную концепцию. Создание более технологичного производственного цикла, более массовый выпуск продукции с сохранением качества и, что важно, что является стержневым элементом, с сохранением производительности. Ultratech Production работает на подшипниках, что позволило этой концепции обрести реальные формы. Напоминаю, друзья, на обзоре сейчас перед нами прототип. Он еще построен на шайбах. Ребята обещают интересную конструкцию подшипника. И крайне любопытно будет покопаться внутри, но пока речь идет именно о прототипе. Да, я понимаю, что зачастую понятие прототип можно брать в кавычки, да, и порой это просто некая красивая надпись, которая отделяет одно изделие от остальных. Но здесь все-таки речь именно о прототипе как есть. Речь именно об изделии, проходящем различные испытания, в том числе тестовые, в том числе временем. Разумеется, основные элементы, основные идеи ножа, они перейдут в серию, но некоторые элементы будут иными. Вот как я понял, например, зазор между клинком и плашкой будет сокращен. Поэтому, друзья, вы знаете, подробно и детально о конструктиве мы будем с вами говорить, уже имея на руках серийный экземпляр. Ну а сейчас, я думаю, буквально широкими мазками. Это полноразмерный складной нож с титановой рукоятью и титановым лайнером. Сухарь на лайнере из закаленной стали. Нож остается в рамках общей идеи Ultratech с гайками. На борту, опять же, привычная клипса глубокой посадки, и это точно так же фрезерованный титан. Идея товарища в максимально, вот если угодно, рабочем конструктиве. Тут имеется крупный чойл, позволяющий осуществлять мелкие и точные работы. За чойл отдельный большущий респект от меня. Нож не требует разборки для заточки, места для абразива более чем достаточно. Исходя из грязестойкости, упорный штифт получил хоть и не уникальный, но все же редкий конструктив.
При подобном устройстве, вы знаете, получить неустранимое без разборки загрязнение гораздо сложнее. По рукояти это один из тех случаев, когда титан работает как титан. А именно, посмотрите, выборки сделаны максимально, насколько это возможно, что позволило полностью металлическому ножу с клинком в 96 мм весить 122 грамма. Клипса у ножа удобная, проблем с посадкой на карман нет, как нет проблемы с извлечением. Несмотря на то, что последние 1,5 месяца с перерывом на тест нож с кармана не слезает, фактически сказать что-то еще о клипсе я просто не могу физически. Но она работает и не дает повода о ней задумываться. Эргономика ножа в рамках ежедневного ношения, разумеется, не доставила никаких забот. Это в целом было ожидаемо. Интересно было, что в рамках эргономики нож покажет на тесте. А вот тут уже есть, ну скажем так, любопытное наблюдение. Так сказать, друзья, прямое включение с места событий. Тест, друзья, закончился только что, и вот на что я хотел бы обратить ваше внимание. На ряд моментов, так сказать, с пылу с жару. Первое. Смотрите, давайте посмотрим на клин внимательно. Я думаю, видно, он очень чистый. Ситуация здесь в следующем. Вот обычно сочетание каната, клея и скотча, вот они дают довольно крупные наросты пыли и грязи на спусках, которые, само собой, резу не помогают. Клин здесь очень чистый, и я повторюсь, это вот сразу после финиша теста. Финиш клинка здесь сложный, и это на самом деле очень-очень неплохой результат. Вот я не могу точно сказать, конечно же, что прям лучший. Ну, я вообще эту тему не мониторил. Однако вот это глазу зацепилось, и я решил на этом внимание заострить. Второе. Вы, наверное, друзья, помните, я показывал, как работает 110-ка, как работает 125-ка после того, как набраны эти самые бешеные тысячи. Когда блокнот заполнен штрафными баллами. Вот тот самый характер реза, когда полноценное затупление не происходит. Разумеется, сталь теряет остроту, но только в том объеме, который необходим для теста. А что будет, если количество штрафных баллов чуть-чуть увеличить? Ну совсем чуть-чуть. А будет вот что. Разумеется, это прям не супер-пупер рез. Тут бешеные тысячи уже пройдены. А ведь это Elmax, друзья. Не так. Это, друзья, Elmax. И война между М390 и Elmax еще не закончена, все еще впереди. У любого теста, абсолютно у любого, есть своя особенность, есть свои специфические моменты, шероховатости, элементы, которые на первый взгляд не видны. И порой не видны даже при более глубоком погружении и проявляются только в результате, в наборе некой стат-базы. И вот одна из таких шероховатостей здесь. Давайте немножко подумаем, друзья, как вообще происходит само по себе вот резательное движение. Как распределяются усилия, как мозг отдает команду корпусу на работу. Да, возможно, кто-то не знает, рез осуществляется в основном корпусом, не рукой, не кистью. Усилие для кисти и руки достаточно высокое, и рука просто не выдержит этой работы. Я для себя вынес следующее. Происходит, вы знаете, при резе, скажем так, вот некая проба, и она происходит регулярно. И бессознательно усилие постоянно корректируется. И вот конкретно здесь проявляется та самая шероховатость. Давайте еще раз посмотрим на клин товарища. И мы здесь сразу, друзья, сразу же увидим choil. Крупный, хорошо оформленный choil. Этот элемент клинка позволяет осуществлять тонкую работу, позволяет удобно точить. Наличие хорошо оформленного choil – это грамотный и толковый показатель ножа. Однако, друзья, как вы все безусловно знаете, у любой палки есть два конца. Когда происходит оценка длины будущего реза, глаза это делают не по режущей кромке, а делают это по обуху. И вот когда линия лезвия выдается вперед за переход обуха в рукоять, оценка реза завышается и появляется то самое штрафное очко. Это микронюанс, но тем не менее это неплохо бы понять. Здесь, собственно говоря, дело не столько в том, что результат мог бы быть лучше. Все мы с вами прекрасно в курсе про бабушку, про свисток, про трубку и вообще потенциальные социальные лифты в боцманы. Это да. Хотел просто показать, как порой толковое решение для пользователя гасит результат на тесте. Нож сошел с дистанции раньше, железо могло и работало еще. Поэтому рассуждать об эргономике в тестовом ключе непросто. Очевидно, что никаких эргономических провалов нет.
Будь они реальными, нож бы не отрезал такое количество. Однако сравнивать эргономику с тем же Урсом, например, достаточно тяжело. Все-таки на Урсе были чемпионские результаты, и количество было чемпионское. И поэтому предварительный мой вывод по прототипу и по эргономике прототипа: никаких моментов против не было. Потенциал на сравнимую с Урсом или с Варном эргономику имеется. К слову о количестве. Вот, друзья, результаты. И картина, на мой взгляд, предельно интересная. Мы чуть позже к ним вернемся, а пока не забыл, я расскажу, друзья, о спусках. После теста мне было любопытно, какой финиш на спусках, и я задал этот вопрос производителю, и вот что я получил в ответ. Производство клинка, а именно спусков, идет в несколько этапов. Первое – это предварительное формирование с помощью электроэрозионного станка. После – финишное ручное формирование на алмазном абразивном инструменте, начиная с 200 микрон, потом 160 микрон и так далее, вплоть до 20. Третий этап – пескоструйная обработка для матирования риски от алмазного абразива. Следующим этапом идет дробеструйная обработка с целью устранения следов уже пескоструйной обработки. И последнее – финишная ручная полировка. И вот этот маленький кусочек из производства, наверное, неплохая иллюстрация на тему «да там все на ЧПУ». Давайте, друзья, вернемся к результатам. Вот они еще раз. И тут сразу куча вопросов на тему Elmax и M390. С одной стороны, результат товарища с Elmax идентичен результату с Варна с M390. Но при этом длина клинка товарища, она меньше. И получается, что M390 как бы сильнее. Нет, не сильнее. Смотрите, не получается. Вот вы сами видели, как работает нож после окончания теста. Будь конструктив чуть-чуть иным. Да, нож стал бы менее удобным. Это факт. Но зато тест был бы бодрее. Получается, что Elmax сильнее? Опять же, вопрос непростой. Смотрите, пока это лучшее по поведению нержавеющее железо из тех, с чем мне, по крайней мере, приходилось работать. Я не ошибся, и это не утрирование. Реза вкуснее от нержавейки я еще не пробовал. Однако вот какой момент. Есть еще один маленький нюанс. Какова доля в этом результате и в этом процессе у сведения? Да, угол на всех ножах, идущих на тест, 36 градусов. Это факт. Но вот сведение-то тоже разное у всех, и это тоже факт. Какое оно обычно бывает? Смотрите, от 0,8, наверное, в запущенных серийных случаях или ярко окрашенных ломиков, да? 0,6, 0,8, вот это среднесерийная картина. 0,4, 0,5, это вот более толковые мелкосерийные экземпляры, да? И 0,25, 0,3 это нормальные кастомы, качественные ножи и вообще прочие достойные экземпляры. На товарища, друзья, от 0,1 до 0,3 на самом кончике. Да, сведение в 0,1 миллиметра. Интересный момент. Это третья итерация Elmax у компании. Первая была довольно давно. Твердость тогда была в 62 единицы. И если память мне не изменяет, то были ранние прототипы. Вторая итерация термообработки Elmax была у нас на тесте. Урс с Elmax на борту имел 63 единицы твердости по Роквеллу. Сейчас 63,5. Вроде бы разница небольшая. И по факту в числах она действительно небольшая. Но вот в работе разница существенная. Делаю вывод. Работа над производственным циклом в рамках термообработки ведется на постоянной основе, что меня лично очень радует. По сути теста выводы следующие. Elmax — это великолепная сталь. Абсолютный конкурент M390. Эта война не закончена. M390 точно так же великолепная сталь. Помним ТЦО. И вопрос в этом противостоянии не закрыт. Что интереснее всего, как и любой другой отличный плотный тест, этот не подкачал. Он как подвесил вопросы, так и ответил на них. И вот из подвешенных главный, наверное, на сегодняшний момент для меня это насколько сильно и серьезно влияет сведение на рез при равных углах. Я почти уверен, что в ближайшее время получить вменяемый ответ на этот вопрос будет однозначно непросто, но работать в этом направлении точно так же однозначно необходимо. Прототип ножа Камрад произвел на меня крайне приятное впечатление. Во-первых, друзья, это, конечно же, развитие ТО Elmax, это результативность, это поведение. Ну и во-вторых, общий конструктив. Нож получился легким, рабочим, крайне толковым, не похожим и при этом сохраняющим общую идею Культратек. Знакомство определенно удалось, и очень сильно хочется потрогать серийную модель, внутри покопаться и как следует во всем разобраться. Но это уже в будущем, друзья мои. Спасибо вам за просмотр. Пока!
Зачем вообще была эта банка? Ну, тут три момента. Первое, некий элемент шоу, да, некий такой якорь, привлекающий внимание. Второе, это тоже своего рода тест. И третье, наверное, в какой-то степени ликбез. И если про привлечение внимания ничего пояснять дополнительно не надо, то вот про тесты второй и третий я все-таки поясню. Смотрите, Ультратек системно мной тестируется уже достаточно давно. И все, подчеркиваю, эти материалы находятся в публичном доступе. Как выжимки в виде подобных вот сейчас, которые идут материалы, так и полные тесты, выложенные на Яндекс.Диск. Однако, друзья мои, периодически случаются возгласы диванных экспертов примерно такого рода. Да оно все покрошится об деревяшку, оно сделано под канат. Я, разумеется, пытаюсь постоянно объяснить людям, что вот привычные рамки твердости, вот, например, в 59 единиц для М390, используются многими производителями по ряду причин. И потребительские причины, потребительские характеристики вот в этих причинах отсутствуют. Так банально гораздо дешевле нажить делать. Точно так же постоянно объясняю, что так называемые циклы термообработки из публичной документации, во-первых, усреднены, а во-вторых, созданы для первичного назначения металла. В случае с большинством современных серийных металлов это все-таки штампы, пресс-формы и некие другие производственные задачи. Реальные рабочие горизонты твердости для ножей именно могут быть и зачастую бывают совсем другими. И, конечно же, я постоянно пытаюсь взывать голосу разума. Ребят, это просто глупо производить ножи без достаточной пластичности на клинке. Ты по факту просто утонешь в гарантии. Сложив 2+2, я решил вот такой фрагмент заснять с этой банкой и показать, потому как известно, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Зачастую такое или подобное шоу, а это именно шоу, можно видеть как, некую демонстрацию качества ножа. Можно видеть, как люди рубят гвозди, рубят металл, консервы вскрывают и так далее и тому подобное. Вот это, друзья, сейчас перед вами заготовка для токарного резца по металлу из стали R675. Вот ее состав. Вот он в сравнении с Elmax. Твердость конкретно этой заготовки 64 единицы. Ключевая характеристика, почему, собственно, эта заготовка изготовлена из R675, это так называемая красностойкость. А именно, способность не терять рабочие характеристики при высоких температурах. Это ключевое отличие R675 от Elmax. Если высоких температур нет, можно спокойно использовать любую качественную нержавеющую сталь, должным образом термообработанную. Весь вопрос, друзья, в том, какой именно угол вы зададите вашему режущему инструменту. В данном случае товарищ резал консерву на угле в 60 полных градусов. Это примерно тот горизонт, откуда начинаются резцы по металлу. Об этом стоит помнить всегда. Всегда, друзья, когда вы видите подобные материалы, знайте, вы видите шоу. Это может любой нож. Никаким тестом качества это не является. Теперь о пластичности Elmax. Перед вами сейчас, друзья, фото режущей кромки перед консервой и, собственно говоря, после. Можно заметить наличие налипшей жести или даже, скорее всего, покрытия, которое бывает у банки изнутри. Но вот существенных повреждений нет. Вероятнее всего, в местах налипания микрозамины есть, но на полет они не влияют. С острием также картина вполне наглядная. Не совсем понятно, что это грязь или микрозамин, опять же, на рабочих характеристиках это не сказывается. Пластичностью металла в целом более чем достаточно. Это, к слову, было прекрасно видно и в заточенном материале, когда даже на 40 микрон появлялся плотный и оформленный заусенец. На этом, друзья, уже точно все. Спасибо за просмотр. Пока.